Армения имеет карты, которые она еще не полностью разыграла. Текущая геополитическая ситуация и развитие событий на Южном Кавказе, конкуренция, а иногда и противостояние сил в регионе и за его пределами находится в центре внимания международного сообщества и специалистов. Как зарубежные политологи оценивают нынешнюю ситуацию в регионе, как они интерпретируют действия и цели России, Турции, Ирана, Запада, Израиля и других сил на Южном Кавказе. В интервью корреспонденту Арменпресс в Брюсселе французский специалист по геополитике, преподаватель факультета политологии в Париже Фредерик Ансель коснулся происходящих на Южном Кавказе процессов, проанализировал ситуацию и возможные дальнейшие развития. По мнению Анселя, хотя Южный Кавказ и интересен в сегодняшней геополитической конъюнктуре, но он далеко не на центральном или важном месте. Сегодня основные глобальные проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе, в некоторой степени на Ближнем Востоке, может быть еще и в Кашмире, добавим и некоторые районы Африки. Но очевидно, что Кавказ не является приоритетом для крупных игроков, на данный момент и не станет таковым. В любом случае, ядерной проблемы на Южном Кавказе нет, есть реализуемые природные ресурсы, в основном весьма слабые. У Азербайджана есть природный газ и немного нефти, Грузия и Армения практически не имеют товарных ресурсов. Мы имеем дело с очень маленькой демографической группой. Здесь, пожалуй, следует подумать об Иране, который, конечно, является региональной державой. Турция, да, но только в рамках НАТО. Если однажды Турция покинет НАТО, я действительно не понимаю, как ее можно будет считать настоящей державой. Россию, да, но Россию больше интересует Северный Кавказ, особенно то, что происходит в плане радикального исламизма, пояснил политолог. Говоря о существующих проблемах и взрывоопасной ситуации в регионе, политолог Ансель отметил, что самое сложное – конфликт между Республикой Армения и Азербайджаном. По мнению политолога, еще одним, гораздо более сдержанным разногласием между Турцией и Ираном является вопрос Мигринского коридора. Иран не принимает, и, по моему мнению, абсолютно никогда не примет продолжение Турции через так называемый Зангезурский коридор, как этого хотят Турция и Азербайджан. Россия также хочет сохранить на Кавказе режимы Грузии и Армении или приобрести вполне выгодные для нее и подчиненные ей режимы, сказал политолог, добавив, что такая политика России стимулирует интерес некоторых иностранных держав к Южному Кавказу. Например, Франция оказывает все большую военную поддержку Армении, основываясь на старой традиции, восходящей к геноциду 1915 года, а может быть и ранее. США в лице Джо Байдена признали геноцид армян, осуществленный турками-османами в 1915 году. Есть одно желание – ослабить Россию, особенно после ее нападения на Украину. Фредерик Ансель оценил этническую чистку в Нагорном Карабахе и последующую ситуацию, как существующее скрытое состояние войны с огромной ответственностью Азербайджана, который явно хочет идти дальше при пособничестве Турции. Ситуация в Армении на бумаге катастрофическая. Но я из тех, кто давно занимается геополитикой, исходя из теории французского историка Фернана Броделя. Нет смысла анализировать ситуацию в течение определенного периода времени, думая, что в конце игры Армения или Азербайджан победят через неделю, через 2 недели, через месяц, через 2 месяца. Подобные расчеты и анализы бессмысленны. Нам придется думать о конфликте в гораздо более длительных временных рамках, и с этой точки зрения у Армении есть карты, которые она еще не полностью разыграла. И напротив, у Азербайджана и Турции есть серьезные структурные слабости в этом плане, которые пока толком не выражены, но могут изменить баланс сил, заметил политолог. Фредерик Ансель в своей последней книге «Направление силы. Геополитика в 21 веке в международной политике» придает важность географии. Говоря об Армении, он пишет, что Мигри географически привлекателен и жизненно важен для Армении и является важной силой Армении. На вопрос, что будет, если азербайджано-турецкому тандему, который пытается любой ценой нейтрализовать эту силу,
Требуя так называемый Зангезурский коридор, удастся его получить, политолог отвечает, что не верит в эту гипотезу. Ситуация в Арцахе была иной. В 1920-е годы Сталин создал условия, которые гарантировали наличие реального места для конфликта. Иначе обстоит дело с суверенной республикой Армения с ее международно признанными границами 1991 года. Турция совершенно не хочет, чтобы ее выгнали из НАТО, это точно, я в этом абсолютно уверен, поэтому никаких резких шагов в этом вопросе она предпринимать не будет. Азербайджан также не связан такими соображениями. Более того, его режим чрезвычайно авторитарный и семейный, если не сказать индивидуалистический, чего нельзя сказать о Турции, несмотря на очень сильное авторитарное давление Эрдогана. Здесь совершенно иная закономерность. Если Азербайджан осуществит военную интервенцию в суверенную страну, он подвергнется очень жесткой критике не только со стороны Евросоюза, но и со стороны большинства государств, включая Иран. Я думаю, что Азербайджан не может себе этого позволить. Вторжение на Украину дорого обходится России, но она все еще держится, потому что Россия обладает самыми большими в мире запасами нефти и природного газа и не может быть атакована из-за своего ядерного арсенала, но это совершенно не то, что в случае с Азербайджаном, считает геополитик. Говоря о возможном урегулировании армяно-азербайджанских, армяно-турецких отношений, Фредерик Ансель отметил: «Я полностью согласен с утверждением, что плохой мир лучше войны, особенно когда баланс сил неблагоприятен. Не будем забывать и о временном измерении. Когда вы объективно находитесь в очень сложной ситуации, никто вам не скажет, что сейчас тактически неинтересно отступать, чтобы потом идти вперед, когда изменится соотношение сил. Я думаю, в этом разница между стратегом и тактиком. Сегодня Армения слаба, но Азербайджан не так уж и силен. Сегодня задача Азербайджана, несомненно, актуальна на ближайшие несколько лет. Я пойду гораздо дальше и скажу, что это проблема, которая беспокоила Армению после победы в 1994 году, своего рода спокойствие по поводу триумфа 94. Конечно, таких случаев в истории немало, сказал Ансель, отметив, что мысль о том, что мы выиграли 1 или 2 раза, значит мы всегда будем побеждать, заманивает нас в ловушку. По его словам, со стратегической точки зрения Армении, важно восстановить свои силы, ожидая лучшего баланса сил. На вопрос, как он объяснит то, что Франция и армяно-французское военное сотрудничество подверглись нападкам со стороны властей Азербайджана и вызвали волну угроз, Фредерик Ансель ответил, что абсурдно обвинять Армению в желании защитить себя, особенно после поражения в войне. В последние десятилетия Азербайджан массово закупал достаточно опасное оружие, которое было использовано в 2020 году. Поэтому я не очень хорошо понимаю, почему мы должны принижать право Армении на самооборону. Я считаю, что создание условий для войны – это не приобретение оружия. Армения права, что хочет поменять свои союзы. Я думаю, ей следует обратиться к Франции и США, потому что у нее нет альтернативы, потому что Россия в 2020 году показала, что ведет двойную игру, заключил Фредерик Ансель, отметив, что геополитическое будущее Армении зависит от Запада, в том числе и от Франции. Политолог также коснулся и роли Турции в урегулировании отношений между Баку и Ереваном и отметил, что Турция, как это ни парадоксально, должна сыграть конструктивную роль, поскольку ей есть, что терять в отношениях с США, НАТО и Европейским Союзом, если она сделает что-то не то в контексте армяно-азербайджанского конфликта. По скриптум. У Турции на данный момент нет возможности помогать Азербайджану так, как это делает Израиль и Россия. Но надо учесть тот факт, что Армения уже не одна, и в случае войны между Арменией и Азербайджаном будет непонятно, кто победит. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.